Весна и большая часть лета этого года, к большому сожалению, прошли под знаком COVID-19. Несмотря на то, что наши прогнозы, которые прозвучали в предыдущих выпусках, и сбылись, все же вирус отступает не так активно, как хотелось бы. К настоящему моменту медиками накоплено достаточно информации, ведется активная работа по всему миру, которая с каждым днем приближает нас к созданию действительно эффективного лекарства против новой коронавирусной инфекции. А в его ожидании сегодня хотелось бы поделиться с вами симптомами, которые вызывает этот коварный враг под названием COVID-19. Ведь, как гласит древняя мудрость, кто предупрежден, тот вооружен. Здравствуйте, мои хорошие! По подсчетам отечественных специалистов, у 97,5% больных первые симптомы коронавирусной инфекции проявились через 11,5 дней после предполагаемого контакта с зараженным. Инкубационный период, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, может продолжаться от 2 до 14 дней и в среднем составляет 5,1 дня. В очень редких случаях инкубационный период длится до 27 суток. По статистике, у 80% людей коронавирус протекает в легкой форме. К легкой форме относятся все случаи заражения, когда инфекция проходит без осложнения в виде воспаления легких и не затрагивает дыхательные пути. Надо помнить, что особенности клинического течения коронавирусной инфекции индивидуальны. Скорость и тяжесть развития симптоматики зависят от возраста, наличия сопутствующих заболеваний и состояния иммунной системы. Многие недооценивают первые симптомы. Именно по этой причине и происходит основное распространение вируса. Точный диагноз может поставить только врач и только на основании теста. Если у вас присутствуют симптомы коронавируса, которые мы перечислим ниже, первым делом свяжитесь с вашим терапевтом или позвоните на горячую линию Роспотребнадзора по коронавирусу в вашем регионе и следуйте полученным инструкциям. В первый день заболевания характерно проявление следующих симптомов. Небольшое повышение температуры тела до 37-37,5 градусов по Цельсию. Першение в горле, боль в глазах, слабость. Повышенная утомляемость служит сигналом прислушаться к своему здоровью. В случае легкого недомогания лучше остаться дома и пронаблюдать за состоянием здоровья. Отдельно следует сказать об одном из главных симптомов новой коронавирусной инфекции – внезапном исчезновении обоняния и вкусовых ощущений. По последним данным, об исчезновении каких-либо запахов в первые дни болезни заявили 68% больных, о снижении вкусовых ощущений – 71%. При других респираторных инфекциях такие нарушения развиваются в 10 раз реже. Американские ученые провели опыты на мышах, которые помогли выяснить, что инфекция проникает в организм при помощи белков, способствующих распознаванию запахов. Они вырабатываются в полости носа, и у старых особей таких белков формируется больше, чем у молодых. Если такой механизм работает и для людей, то это исследование в том числе демонстрирует, почему пожилые люди более восприимчивы к заражению коронавирусом, отмечают исследователи. На вторые сутки заболевания больного начинает беспокоить сухой кашель. Температура тела периодически опускается и поднимается. Проявляются симптомы, указывающие на нарушения в работе пищеварительной системы, хотя они могут быть и не ярко выражены. Снижение аппетита, расстройство стула, рвота и тошнота, боли в животе. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения считает их нехарактерными для коронавируса, ведь инфекция поражает в основном дыхательные пути, существуют данные, что проблемы с желудком возникают у каждого второго заболевшего. В последующие дни возникают основные и дополнительные симптомы коронавирусной инфекции – насморк, заложенный нос, боль в мышцах и суставах. К 4 суткам резко повышается температура тела, которая довольно часто достигает значений в 38-39 градусов по Цельсию. Больного лихорадит. Чувство слабости усиливается до такой степени, что человек лежит в кровати и не может перевернуться с одного бока на другой. При легком течении COVID-19 примерно через 7 дней после появления первых симптомов пациенту становится лучше. Человек идет на поправку.
Таких счастливчиков по статистике 80% от общего числа заболевших. Температура постепенно снижается и приходит в норму, а основные беспокоящие симптомы отступают, и начинается процесс выздоровления. Время лечения для каждого человека разное и занимает от 1 до 3 недель. Это зависит от иммунитета больного. Чаще всего никаких осложнений не возникает, но за состоянием здоровья некоторое время нужно еще пристально наблюдать. В 20% всех случаев течение заболевания осложняется. На 5-й день после появления первых симптомов на рентгенограмме уже можно получить подтверждение развития воспалительного процесса в легких. Примерно через неделю состояние некоторых больных резко ухудшается. Появляются проблемы с дыханием. Отмечается сильная одышка. Возникает чувство, что невозможно набрать воздух в грудь. Болезненное, сдавливающее ощущение в груди. Очень сильная слабость, помутнение сознания, синюшные губы, бледность кожных покровов. Такие симптомы говорят о том, что развивается тяжелая пневмония. Легкие повреждены, и человек испытывает кислородное голодание. Необходима срочная госпитализация в стационар. Лечение таких пациентов может затянуться на 1-2 и потребовать оксигенотерапии, вдыхания воздуха с повышенным содержанием кислорода. К 12-14 дню 3/4 пациентов, у которых развилась вирусная пневмония, постепенно начинают восстанавливаться. В крови повышается уровень кислорода. Кашель из сухого переходит во влажный. На 16-17 день остается только слабость. Но у четверти, до 6% от общего числа заболевших, развивается опаснейшее осложнение – острый респираторный дистресс-синдром. В этом случае иммунные клетки, которые должны бороться с инфекцией внутри легких, сходят с ума и начинают атаковать в том числе здоровые клетки. Состояние пациента резко ухудшается. Он теряет возможность самостоятельно дышать и нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких – ИВЛ. Это крайняя мера. Критические и переломные можно считать 3-ю неделю заболевания. При благоприятном исходе состояние заболевших улучшается, и они постепенно идут на поправку. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!